Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос кастрации животных. Это очень животрепещущий вопрос, здесь всегда возникает масса вопросов и мучительных сомнений. Вопросы типа «А как же я могу лишить свою кошку или суку радости материнства?» или «А я вот кастрирую своего кота, буду его гладить, а он будет сидеть рядом и думать: а, это ты меня, гад, кастрировал и лишил радости секса, и обижаться на меня при этом». Поверьте, это фантазии, которые никак не связаны с реальностью, и я их рассматривать не буду. Это фантазии слишком эмоциональных владельцев. Здесь самое главное — осознанно разобраться, как кастрация может повлиять на здоровье животного и какое решение в конце концов принять владельцу, взвесив все за и все против. Ветеринарные вопросы я тоже рассматривать не буду. Это не есть какая-то неординарная операция. Если ветврач опытный, то все методики данной операции отработаны и никаких послеоперационных осложнений не должно быть. Так вот, мнений по поводу кастрации больше чем достаточно. Начиная от тех, что это абсолютно безвредно, и заканчивая тем, что после кастрации животное станет инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Правда, как всегда, находится где-то посредине. Смотрите, если в организме что-то есть, то это значит, что это надо для организма. Это создавалось природой очень долго, в результате естественного отбора. Тем более, не забывайте о главном предназначении живого организма. Услышав эти слова, многие примерили их к себе и подумали, что мы рождены для того, чтобы быть счастливыми, чтобы любить и так далее. В принципе, вы правы, и счастье, и любовь необходимы человеку для того, чтобы появились дети, чтобы дать продолжение рода. В принципе, эти же задачи стоят и перед любым другим живым организмом. Разве только что с той разницей, что для продолжения рода ему не нужны ни любовь, ни какие другие эмоции. Ну, по крайней мере. А то мне сейчас многие же начнут забрасывать, что, например, кошка примет не каждого кота. Окей, пусть будет так. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что живой организм должен дать продолжение рода. Думаю, что это все понятно. И тут мы собираемся делать кастрацию, то есть лишить животное половых гормонов. Понятно, что с физиологической точки зрения мы организму приносим только вред, ведь мы вторгаемся в святая святых природы. Роль половых гормонов трудно переоценить. Они принимают участие везде, во всех процессах организма. Роль половых гормонов достаточно хорошо изучена в медицине. Например, роль половых гормонов изучена в потерях минеральной плотности костной ткани, в этиопатогенезе ишемической болезни, в развитии ревматоидного артрита. Даже имеются данные о роли половых гормонов в патогенезе хронического и генерализованного пародонтита. Представляете? Также изучена роль половых гормонов в вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, роль в патогенезе и лечении инфаркта миокарда. Данных о роли половых гормонов в жизни человека в медицине очень много. Например, есть очень интересные данные о влиянии количества женских гормонов у женщин после менопаузы, и что их недостаток влечет за собой повышение артериального давления у женщин. И если повышенное давление в основном наблюдается у мужчин, то после менопаузы женщины также очень часто страдают этим недугом. И этот перечень процессов, в которых принимают участие половые гормоны, можно перечислять бесконечно долго. Вопрос не в этом. И я это перечислил не для того, чтобы вы сейчас сказали, что я вот, мол, долго сомневалась или сомневался, но вот теперь, услышав эту информацию, ни за что не буду делать кастрацию своему животному. Все не так просто. Не забывайте, что любая медаль имеет две стороны. Мне неоднократно приходилось видеть на приеме кобелей с колоссальными нарушениями обмена веществ на фоне их гиперсексуальности. Что касается опухолей молочной железы, то сложно сказать, что, например, кастрация или не кастрация на это очень сильно влияет. Рак молочной железы встречается и у кастрированных животных, и у некастрированных животных. А теперь представьте себе, какие гормональные взрывы приходится переживать животному во время течки или гона, а какие эмоции приходится переживать владельцу животного, когда у животного течка. Это круглосуточная неделя, как минимум, бесконечных криков, которые не дают жизни не только всем тем, кто проживает в квартире, а порой и целому подъезду. Плюс к этому следует добавить и бесконечное мечение территории.
Выдержать это может далеко не каждый, а тем более, что такое состояние ведет и к другим гормональным и обменным нарушениям. Поэтому одна из главных целей кастрации – это удаление половых поведенческих реакций, которые очень отрицательно сказываются на здоровье животных и доставляют массу мучительного дискомфорта для хозяев. Да, после кастрации у животного замедляется обмен веществ. И если животных кормить так, как обычно, то это может привести к ожирению. Да, животные становятся более спокойными. Также следует помнить, что природа создала живой организм так, что если он теряет тот или иной орган, то его отсутствие компенсируется другим органом. Классический пример, что если отказывает одна почка, то другая почка работает более интенсивно. И таких примеров можно привести массу. В случае с кастрацией, то животные тоже не лишаются полностью половых гормонов. Здесь тоже включаются компенсаторные механизмы. Половые гормоны в определенном количестве вырабатываются корой надпочечников. Еще пример. Насколько возможна жизнь без половых гормонов. Например, после 50 лет, что у мужчин, что у женщин, резко снижается количество половых гормонов. Но жизнь же на этом не останавливается. Да, повышается артериальное давление, да, появляются еще какие-то проблемы, но никакой катастрофы нет, если следить за собой, давать организму все необходимые нагрузки. Поверьте, что у кастрированных животных шансов прожить дольше даже намного больше, чем у некастрированных. И уже при приведении этих примеров, это тоже не есть агитация, что надо обязательно кастрировать животное. Просто при выборе решения надо учитывать все моменты, что если сделали кастрацию, то вы получите одни недостатки. Если не сделаете кастрацию, то будут совсем другие минусы. Но и в том, и в другом случае они обязательно будут. Из своего опыта скажу, что у некастрированных животных, если ограничивать их сексуальную активность, проблем абсолютно не меньше, чем у кастрированных. И это я имею в виду только проблемы со здоровьем. А ведь есть еще же и поведенческие проблемы. А они как раз и в подавляющем большинстве и являются основной причиной кастрации. Как показывает опыт, при нормальном уходе и кормлении кастрированные животные живут дольше, чем те, которые постоянно рожают и постоянно испытывают гормональные бури. У меня в доме всегда живут кошки, и они всегда были кастрированными. Выдерживать эти бесконечные крики и смотреть, как животные мучаются, надолго меня не хватает. При этом средняя продолжительность жизни кошек моих где-то 15 лет. Последняя кошка умерла в 16,5 лет. Причина – опухоль в кишечнике. Почему возникла опухоль, точно не скажу. Я это связываю в первую очередь с возрастом. Ведь на человеческий возраст ей было уже около 80 лет. В этом возрасте все что угодно может случиться. Какое к этому может иметь то, что она была кастрирована? Неизвестно. Может да, может нет. Поэтому, что касается меня лично, то я больше все-таки сторонник кастрации, чем ее противник. Как я уже сказал, что выдерживать все эти вопли – это не для меня. Единственный момент, который мне не нравится в вопросе кастрации, так это то, что у определенного процента животных может наблюдаться подтекание мочи после проведения стерилизации. И это никак не зависит от квалификации ветеринарного врача. Очевидно, это связано с нарушением гормонального статуса. Вот такие вот дела. Так что выбор теперь только за вами. Информации по этому вопросу у вас теперь больше, чем достаточно для принятия осознанного решения. Думайте, взвешивайте и принимайте решение. Это не отравление или какое-то другое неотложное состояние, где врач должен спасать животное. Это уже ваша ответственность. Я так думаю. А вы? Поделитесь своим мнением внизу видео. А пока всего вам доброго. Здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!